Ребята, приехала с моря, не было меня 10 дней дома и потеряла дар речи. Ужас в моем цветнике. Смотрите, сколько травы. Наросло травы, и не знаю, с чего начинать. Это просто какой-то кошмар. Заросли полностью мои хризантемки. Сейчас все буду гребти и гавкать. Все буду выгребать. Но это же не проблема. Правда ведь? Просто взять, вырвать, потяпать, навести порядок. Много травы, значит будет зеленое удобрение сделаем. Обрежем петуньи для нового цветения и будет удобрение. Будет подкормка для петуний. Все нормально. Во всем нужно искать положительные моменты. Много травы, значит будет зеленое удобрение. Сначала начну с роз. Потом наведу порядок на вот этой клумбе с агератумом и бальзаминами. Обрежу все сухие соцветия. Они уже готовы для сбора семян. Смотрите. Вот. Это уже семена. Наведу порядок в бальзаминах. Сейчас вам покажу вот такие коробочки с семенами, но они еще зеленые. Вот когда они посохнут, можно тоже собрать семена. Сейчас найду сухую коробочку и покажу вам, какие семена. Но в следующем году я решила бальзамины и агератум высаживать сразу в грунт, не рассадой. Оторву такую коробочку. Вот смотрите, уже семена есть. Но когда коробочки посохнут, семена будут готовы. Соберу потом семена. Вот такие петунии разрослись. Тоже нужно поубирать цветочки, которые отцвели уже. Этим всем нужно сегодня заняться. Обрежу сухую малину. Этот отросточек оставлю. Вот эти сухие уже пообрезаю. Они уже не нужны. За моими цветами и овощами ухаживали дети в наше отсутствие. Поливали на совесть. Все нормально, все хорошо, молодцы. Все зелененькое. Но траву придется прорывать мне. Вот такие кашпо. Все поразрасталось, и помейки разрослись. Петуньи поднялись на глазах. Когда я уезжала, они еще были совсем маленькие, еще не распускались. Колиусы громадные выросли. Гортензия, которую я черенковала, случайно поломала и сделала череночек. Вот и помейка разрослась как хорошо. Лобелийка. Все цветет. Эту петунью я буду обрезать. Много петуний я буду обрезать, потому что они вытянулись в один ствол. Буду обрезать для нового цветения. И сделаю зеленое удобрение. Травы много. Буду проливать зеленым удобрением. Ребята, разросся кампсис. Понапускал отростков. Это просто тихий ужас. Каждый день я его вырывала, подрывала, подрезала. 10 дней. Не было 10 дней дома. И в общем, не знаю, что делать. Еще больше расцвели цветы в моих кашпо. Невесточка ухаживала за ними, поливала, подкармливала. Кашпо я очень довольна. Они выросли на глазах. Тоже буду убирать цветочки, которые подцветали. Все, тоже займусь ими. Вот такая красота, смотрите. Это просто какое-то чудо. Петуниями в кашпо я довольна очень. Дабл каскад, петунья. Вот такая. По всей видимости, ей маленький горшочек, поэтому она небольшая. Вот еще один дабл каскад. Так разросся. Такие фиолетовые цветочки. Так разросся куст Блэкберри, по-моему, или вот точно не помню, у меня все записано, но сейчас на быструю не могу вспомнить. Такая петунья очень красивая. В общем, петуньями в кашпо я очень довольна. Сейчас все буду приводить в порядок. Еще хочу сказать по вот такой композиции. В общем, там, где мы отдыхали, в кашпо были вот такие черные петуньи, и рядом с ними куст белых. Это смотрится потрясающее зрелище. Черное с белым.
Это очень, ну, оригинально и очень красиво. На следующий год, если все будет нормально, я попробую создать такую композицию из черных и белых цветов. Просто потрясающее зрелище. Траву, собранную с огорода, никуда не выбрасывайте. Это прекрасное зеленое удобрение. Насыпаете в емкости, пусть даже она с землей будет, это еще и лучше. Все, что я срезала, набиваю полностью емкость до верха скошенной травой. И сейчас покажу вам, как делать зеленое удобрение. Набили полные емкости травой скошенной, наполняем до верха водой. И чтобы для большей эффективности, и чтобы быстрее переиграло удобрение, на вот такую емкость кладем стакана сахара, неполный стакан сыворотки и столовую ложку дрожжей. Можно любых дрожжей, можно сухие дрожжи, можно мокрые. Но я этого всего делать не буду. Я просто залью скошенную зелень водой, и она прекрасно переиграет. Сейчас температура на улице жаркая, переиграет. Буду поливать этим раствором свои растения. Играть должно не меньше 2 недель. Увидели, что оно переиграло, через пару недель можно разбавлять водичкой и проливать свои растения. Значит, литр вот такого удобрения зеленого на 10 литров воды. Такой болтушечкой уже можно поливать розы, петунии, ну, в общем, все растения, которые у вас есть. В таком удобрении много азота, много фосфора, микроэлементов. Это природное удобрение. И в самих растениях всех этих микроэлементов много, и поэтому само удобрение очень эффективное. Набрали водичку, прикрыли какими-нибудь крышечками, что у вас есть. 2 недели периодически помешивать его. Ну и, конечно же, ставить где-нибудь подальше от соседей, потому что запах будет ужасный. Это удобрение по-другому называется «Берегитесь, соседи». Сейчас насобираю семян агератума и буду приводить эту клумбу в порядок. Смотрите, уже полностью сухое, готовые семена. Обрезаю петунию, обрезаем 3-ю часть стебля. Это для того, чтобы простимулировать рост новых побегов для пышности куста. Так, и вот эти пообрезаем 3-ю часть. В общем, у меня сегодня генеральная уборка двора, цветника. Не бойтесь обрезать петунию. Через 2 недели у нее появятся новые бутоны. И она опять зацветет. Даст новые побеги. И цветение будет еще пышнее, чем было до этого. Вот такой кустик я оставила. Он разрастется и будет пышный, красивый кустик. Сейчас перехожу на следующую клумбу. Вот такие колиусы. И вот они уже выпустили цвет. И колиус перестал расти. Вот я не знаю, удалять его или нет. Ну, как бы и красиво смотрится. Наверное, оставлю. Эту клумбу только подпушу. У большого цветонос и вырежу. Пусть растет дальше. Фух, ребята, показываю результат своей работы. Все чисто,
Аккуратно всю травку вырвала, выщипала, выполола, клумбочки подпушила. Так, туньях мы с вами поговорили, вместе с вами обрезали, для того, чтобы кустик был и было больше цвета. Да, еще по петуньям. Вот вы обрезали третью часть петуньи и обязательно начинаете подкармливать ее азотными удобрениями, азофоской. Если у вас азофоски нет, то можно подкармливать любым комплексным удобрением, которое содержит большое количество азота. Это для того, чтобы нарастала новая зеленая масса. Зеленое удобрение мы с вами сделали, но оно будет готово только через пару недель. Им тоже можно будет подкармливать петуньи. Петуньи и все любые цветы. И сейчас подойду к розам, покажу, какая у меня здесь чистота. Вот стоит запустить немножко, но в данном случае мы не запускали, мы просто ездили на отдых. И все, сразу же нарастает трава, сразу же непорядок. Ну, в общем, что я хочу сказать по розам. Было у меня видео по обрезке роз после цветения. Нужна ли обрезка роз после цветения? Хочу вам показать наглядный пример, что она действительно нужна. Вот смотрите, вот здесь я обрезала бутоны, которые отцвели, обрезала над листом, который идет наружу. Вот он, этот лист. И смотрите, уже появился новый побег. Вот. Между листом и стеблем появился новый побег. Вот он растет. Точно так же показываю на этой розе, что рядышком. Это, по-моему, пич-аваланж роза. Точно не помню. Вот тоже обрезано. И вот пошел новый побег. Наружный листик. 5 лепестков. И вот он побег. И скоро, и вот уже маленький бутончик. И так везде, на каждой розе. Вот, смотрите, какой огромный побег. Это буквально недавно я обрезала бутоны, которые отцвели. Вот, обрезано. Над листиком с 5 лепестками, которые идут наружу. И уже пошел новый побег. И такой уже большой. Скоро уже будут бутоны. И так по всем розам. Поэтому я считаю, что такая обрезка для роз после первого цветения необходима. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.